Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. На этом канале мы читаем разные тексты, чтобы вы лучше понимали русский язык, чтобы вы лучше могли говорить по-русски, и чтобы русский язык для вас, наконец, стал понятным. Я преподаю русский язык уже 7 лет, и мне есть что вам рассказать. Сегодня Когда я думала, о чем я хочу с вами поговорить, я увидела очень интересную картинку, очень интересное изображение. Вы знаете, что сейчас я готовлюсь к вебинару «Религия в современном русском языке». Но не это важно. Когда я делала афишу для вебинара, я увидела этого святого с головой животного. И я вспомнила, что я своими глазами видела эту фреску, я видела это изображение 10 лет назад, когда я была в музее в России, в городе Свияжске. И я подумала, почему бы сегодня мне не рассказать об этом, правильно? Итак, сегодня я вам расскажу, как такое может быть, что в христианстве есть святой с головой животного, если вы не знали? Потому что, если честно, я думала, что, может быть, только в Древнем Египте есть такие божества, есть такие святые. И, или в других религиях. Это первое. Второе. Мы с вами поговорим об истории России. Если вы знаете, кто этот человек, это Иван Грозный. Если нет, я вам расскажу немного больше. Я расскажу об этом музее. И еще особенно будет интересно тем, кто знает или кто учит другие славянские языки. Например, польский, чешский, белорусский, болгарский, украинский, неважно, любой славянский язык. Вам будет тоже сегодня интересно. Ну что, давайте начнем. Да, как я уже сказала, этот вебинар будет на следующей неделе, поэтому если вам интересно, если вы хотите лучше понять современный русский язык и как религия влияет на современный русский язык, и как вам это использовать в своей речи, то приходите, я вас буду ждать. А сейчас давайте начнем читать. Итак, в Свияжске 10 лет назад я видела эту фреску, я видела это изображение. Иисус Христос, очевидно, и кто-то с головой лошади. И я подумала, хорошо, интересно. И вы можете видеть здесь надпись на церковнославянском языке. Здесь написано «Образ святого мученика Христофора». Да, это святой мученик Христофор. А здесь, кстати, написано «ХС». Иисус Христос. Христос. И давайте начнем читать, и я буду вам по очереди рассказывать, отвечать на все эти вопросы, отвечать на все эти загадки. В Музее истории Свияжска открылась экспозиция, посвященная святому воину Христофору. Итак, вот это он, Христофор. Вы видите, что это очень старая статья, но ничего страшного, святые не меняются так быстро. Во-первых, где находится Свияжск? Где находится этот музей? Вы видите, что Свияжск — это остров. Он находится на Волге, рядом с городом Казань. Казань, я думаю, вы слышали. Наверное, вы знаете. Этот город — это один из самых популярных, самых больших городов России. И этот остров, Свияжск, находится в 30 километрах от Казани. Здесь Москва, здесь Урал, здесь Казань, а здесь Свияжск.
В XVI веке, когда царем был Иван Грозный, Грозный, значит, он был, ну, в английском переводе он Иван the Terrible. Я думаю, это, ну, наверное, хорошо описывает его личность, его характер. В XVI веке Иван Грозный продвигался в сторону Урала. От Москвы шел на восток. И Казань тогда была не частью России в XVI веке. Но Иван Грозный, он шел и на юг, шел на восток. В общем, он хотел завоевать очень много земель. И он пытался завоевать Казань несколько раз, и у него не получалось. И тогда он решил рядом с Казанью построить вот на таком пустом острове крепость. Крепость — это как Кремль. Я думаю, вы видели в Москве Кремль, во многих городах России есть Кремль. И Кремль — это крепость, это специальное здание, чтобы военные могли там укрепиться и там могли, например, жить. Или крепость, чтобы защищать город, да? Вот здесь, например, видно специальное, ну, здесь, наверное, не очень видно, но если мы посмотрим здесь, видно стены, разные сооружения, разные здания. И после того, как Иван Грозный построил крепость на этом острове, через год он завоевал Казань. Он через год смог взять Казань. Много-много лет этот остров стоял, ну, в обычном состоянии. Конечно, им пользовались, и в конце XX века решили сделать из него музей. То есть там раньше жили люди, сейчас там тоже живут люди, прямо на этом острове. Но, конечно, это сейчас музей. Итак, вы видите, что этот музей называется «Остров Град». Ну, слово «остров» понятно, проблем нет. Но почему град? Почему не город? Хороший вопрос, да? И сейчас я вам скажу. Давайте посмотрим на несколько пар слов. Град — город. Молоко — млеко. Голова — глава. Ну, например, берег — брег. Если вы учите или знаете другие славянские языки, а особенно западнославянские языки, то эти слова для вас все знакомы очень хорошо. Град, брег, глава и так далее. И здесь есть одна, ну, не загадка, но мы видим здесь эволюцию языка. Или, если мы пойдем еще дальше, то, например, град — градоначальник, так, или градостроительный. Ой, начальник, вот. Молоко, млеко и Млечный Путь. Я помню, я так удивилась, когда я была ребенком, и я поняла, что Млечный Путь в английском языке — это Milky Way, и млечный значит молочный буквально. Молочный путь, Млечный Путь, Milky Way. Я подумала: «Вау, хорошо». Так, голова, глава, главный, логично. И, например, берег, брег, прибрежный. Вы видите, что это слова однокоренные. Логично, что эти все слова об одном и том же, да? Давайте посмотрим, как так получилось. Если мы говорим про современный русский язык, на котором мы с вами говорим, он появился от двух языков. Первый — это старославянский, это общий язык
для всех славянских языков. При этом в разных странах, в разных языках, в разных школах этот язык называют по-разному. Например, в болгарском языке, в болгарской школе этот язык называют староболгарским. Ну, ничего страшного. Так вот, есть старославянский — это предок всех славянских языков. Болгарского, польского, чешского, хорватского, сербского, русского, украинского, белорусского, неважно. Потом, и есть другой язык. Это уже мы называем древнерусский. Но опять же, это просто терминология. И древнерусский язык — это уже восточная ветвь славянских языков. Русский, белорусский, украинский. И часто люди, часто обычные люди вообще не знают этой информации, но вы будете знать. И иногда, если человек слышит старославянский язык, древнерусский язык, то кажется, что это просто этапы развития одного языка. Но это не совсем так. Точнее, это не так. На территории Руси, в Древней Руси, эти два языка были одновременно. Старославянский язык был для церковных текстов, и это был письменный язык, то, как писали. Мгм. А древнерусский язык был для обычного общения, бытового общения, как люди разговаривали друг с другом. То есть один язык был для книг, старославянский, потом его называли церковнославянским, а древнерусский язык — это язык просто человеческий. В старославянском варианте, то есть во всех славянских языках были эти формы: град, млека, глава, брег, например, которые вы можете увидеть в польском, чешском, и так далее. А в восточном варианте появилась другая тенденция. В восточном варианте все решили: так, нам нужно, чтобы сначала был согласный, гласный, согласный, гласный. И поэтому у нас появилось не млека, а молоко, не голова, а голова, не власы, влосы, а волосы и так далее. Поэтому, если вы знаете, например, польский, и вы читаете что-то на русском, и вы видите какое-то непонятное слово, но в нем есть ора, ола, еле или ере, можно подумать, можно это заменить на ре, ле, ро, ло? И если можно, скорее всего, это будет аналог из вашего языка. Кстати, этимология слова «король» в русском языке «король», например, в западнославянских языках это «крал». Я думаю, да, «крал». Хорошо. Если вы знаете польский, чешский и другие языки, скажите, пожалуйста, мне, там слово «король» — это «крал» или нет? Или я что-то помню неправильно? Давайте уже прочитаем нашу статью. В Музее истории Свияжска открылась экспозиция, посвященная святому воину Христофору. Посмотрите на два этих слова: «посвященное» и «святой». Ой, в этом слове очень часто носители русского языка делают ошибки, потому что они думают, что, например, «посвященный» — это от слова «свет», но нет. Да, святой — это ангелы, архангелы и так далее. Так, воину Христофору. 8 августа в выставочном зале Музея истории Свияжска открылась экспозиция, посвященная святому мученику воину Христофору. Во-первых, слово «выставочный зал» и «экспозиция» — это, в принципе, такие синонимы. Точнее, можно сказать: открылась выставка, в музее открылась выставка или в музее открылась экспозиция, посвященная святому мученику. Специалисты смело называют выставку открытием года в масштабе Российской Федерации, поскольку
В ней приняли участие 18 исторических музеев и музеев-заповедников. Один из друзей этого канала однажды спросил меня такой интересный вопрос. Если мы говорим 18 исторических музеев или много студентов, мало людей, не знаю, два друга, что нам нужно говорить? Множественное число, глаголы во множественном числе или в единственном числе. Например, поскольку в ней приняло участие 18 исторических музеев. И ответ здесь такой. Конечно, есть нюансы. Русский язык очень хорош тем, что в нем в каких-то ситуациях есть выбор. И в этой ситуации выбор есть. Например, я могу сказать, в выставке приняли участие 18 музеев. Или в выставке приняло участие 18 музеев. В чем разница в этом случае? Если я хочу подчеркнуть, что это было, что главное общее действие, что все они вместе, и они все действовали в одной группе, тогда, наверное, тогда я скажу «приняло». В выставке приняло участие 18 музеев. Но если я хочу сказать, что в выставке приняли участие разные музеи, у них были все разные экспонаты, и я хочу подчеркнуть, что это были разные экспонаты, но просто они делали одно дело вместе. Тогда я скажу «приняли участие». Но здесь можно выбирать. Можно сказать «приняла», можно сказать «приняли». Я думаю, что это предложение немного сложное. Давайте его разберем. Во-первых, идея проведения выставки связана с чем? То есть идея выставки связана с наличием чего? Фрески. У нас есть фреска. Наличие — это значит, что она сейчас есть. Например, если мы идем в ресторан и хотим, не знаю, заказать что-нибудь, официант может сказать: простите, сегодня этого нет в наличии. То есть у нас сейчас этого нет, нет в наличии. Или это может быть в магазине, какого-то предмета нет в наличии. На сайте, например, есть, но у них в наличии нет. Можно увидеть, но по факту этого нет. А здесь по факту эта фреска есть. Идея проведения выставки связана с наличием фрески. Фрески какой? Чудом сохранившейся. Чудо, ну чудо, конечно, это что-то невероятное. Да, чудо что-то, во что мы не можем поверить. И фреска сохранилась, но сохранилась удивительным образом. Чудом. То есть это чудо, что эта фреска сохранилась. Фреска какая? С изображением святого в Успенском соборе Свияжска. Значит, фреска с изображением кого? Святого. И это фреска где? В Успенском соборе Свияжска. Рассказала куратор выставки, заместитель директора по научно-исследовательской работе Музея истории Свияжска, кандидат исторических наук Светлана Фролова. На фреске воин Христофор изображен с лошадиной головой. Во-первых, слово «изображение». Угу. Фотография, картинка, изображение. Роспись датируется 60-ми годами XVI века. И это как раз время, когда правил Иван Грозный, если я правильно говорю. А я должна говорить правильно. Значит, дата 60-е годы XVI века. Это достаточно редкое изображение. И задача выставки — определить место Христофора Свияжского в галерее святых Христофоров, изображенных в других храмах России. Да,
Этот Христофор есть не только в Свияжске, но и в других храмах. До XVIII века святой Христофор изображался с головой собаки, свиньи или лошади. И это, пожалуй, самый необычный сюжет для написания икон. В прошлом видео мы с вами говорили, что картины не рисуют, а пишут. Иконы тоже не рисуют, но пишут. Поэтому здесь сюжет для написания икон, не для рисования икон. По древней легенде Христофор происходил из племени собакоголовых. Вот это «о», которое соединяет два корня. Собакоголовых. То есть собака и голова. Отлично. Будучи, то есть он был глубоко верующим, православным. Кстати, мы об этом не поговорили. Почему языки из одной группы, славянские языки, например, кто-то использует латиницу, а кто-то использует кириллицу? Все просто, потому что разная религия. И в России, например, ну, не только в России, конечно, православие. И православные тексты, православная Библия и так далее, их писали кириллицей. А вот другие тексты, например, протестантские тексты, католические тексты, писали латиницей. Вот и все. Такой простой ответ. Так вот, Христофор, здесь говорят, что он был глубоко верующим православным. То есть он верил в православную веру и был призван к языческому императору Децию Трояну. Смотрите, здесь слово «язык». Мгм. И у слова «язык», вы знаете, есть минимум два значения. Первое — язык как русский, английский, немецкий, французский, китайский и так далее. Другое значение — язык во рту. Есть третье значение, старое значение, которое сейчас уже не используют. Это племя, вот здесь у нас есть племя, или народ, группа людей, нация, этнос. И дохристианская религия, то есть народ, люди на Руси до христианства были, называли их племенами, по сути, были разные племена, и у этих племен были свои религии, были свои верования. Значит, эти религии были дохристианские, и это были такие этнические религии, то есть языческие религии, потому что значение слова язык — этнос. Значит, Христофор был призван к языческому императору Децию Трояну, он подвергся тяжелым испытаниям, но не отказался от своей веры. То есть Деций Троян мучил, испытывал, но мучил. Поэтому святой Христофор мученик, потому что он мучился. И он мучился за христианство, мучился за свою веру. Но Христофор не отказался от своей веры. В итоге ему отрубили голову, и Христофор был причислен к лику святых, как защитник православной веры. На некоторых иконах святой Христофор изображен с отрубленной головой, которую держит в руках. То есть это древняя легенда об этом Христофоре, об этом человеке, который пострадал за свою веру. И поэтому, во-первых, он мученик, а во-вторых, поэтому он без головы или с головой животного. По некоторым легендам, после принятия христианства святой принял облик человека, что свидетельствует о том, что его грубая природа и звериный нрав изменились после крещения. Ну вот, то есть другая легенда, что этот святой был на самом деле, грубым человеком, его грубая природа, звериный нрав, животный нрав, характер изменились после крещения. Так вот, давайте посмотрим на изображения, которые были на этой выставке. Это, например, XIX век. Святой мученик Христофор с головой лошади.
Это икона с головой собаки. Этот прямо, знаете, средневековый сюжет, тоже мученик Христофор, тоже с головой собаки. Ну и да, и этот тоже. Успенский собор Свияжского Богородицкого монастыря. Я помню, когда я там была, там еще был ремонт. Ну, это было давно. Это, конечно, было уже много лет назад. Ну что, дорогие друзья, я вас приглашаю на вебинар. Кстати, если вы смотрите это видео до этой точки, пожалуйста, поставьте палец вверх, поставьте лайк. Я про это не сказала, как обычно. Подписывайтесь на канал и до скорой встречи.